Делаем красивого новогоднего гнома своими руками из полимерной глины. Оформляем как декор на кружке и вуаля! Готов подарок на Новый год кому-то из родных и любимых людей. Урок до банальности простой, никаких профессиональных инструментов нам не нужно. Лепим вручную, да и глины нужно совсем немного. Если до просмотра этого мастер-класса вы боялись браться за лепку, то очень советую сделать это сейчас, и у вас 100% все получится. Ну а если вы первый раз слышите о таком материале, как полимерная глина, то скажу сразу, кружечки с таким декором можно и нужно использовать по их прямому назначению – пить ароматный чай или вкусный кофе, ведь полимерная глина очень прочный и долговечный материал. Для тела я взяла полимерную глину из серии Cernit Doll. Это глина для кукол на телесного цвета, сейчас я ее размягчаю и формирую длинную капельку. У нас тело будет такое бесформенное, потому что гномик у нас упитанный. Делаю капельку, удлиненную, и прикладываю прямо на поверхность кружки. Сейчас начинаю приминать глину очень тщательно, чтобы максимально скрепилась глина с поверхностью и взяла формы кружки. Обратите внимание, что я вытягиваю верхнюю узкую часть под колпачок. Сделаем гномику серую рубашку. Я взяла глину с металлическим эффектом, раскатала ее максимально тонко и теперь взяла текстурный коврик с имитацией ткани. Вы можете взять ткань и перевести ее фактуру на полимерную глину. Делаю ровный край у серой пластики, поддеваю ее, снимаю с рабочей поверхности и перекладываю на тело гномика. Подгоняю ткань по размеру нижней части гнома и излишки пластики срезаю аккуратно лезвием. Беру силиконовый стек и стеком все аккуратненько приминаю к боковой части, к ребрышкам нашего гномика. Если нет силиконовой кисточки, это можно сделать ребром скальпеля или даже зубочисткой. Из пластики телесного цвета формирую колбаску для ручек. Дальше мы эту колбаску оборачиваем серой пластикой. Излишки пластики убираем, подгоняем все по размеру колбаски. Шовчик пальчиками аккуратно сглаживаю и лезвием подрезаю все неровности в окончаниях трости. Из красной пластики делаем колбаску. Колбаска небольшая, круглая с двух сторон. Дальше мы ее делим лезвием пополам. И сейчас мы будем формировать варежки. Со стороны округлой части делаем надрез под пальчик и под большую часть варежки. И, конечно, это все нужно округлить, чуть-чуть примять, чтобы это было выпуклое и округлое. Опять же, силиконовая кисточка здесь вам поможет. Или аккуратно это можно делать зубочисткой или спицей. Теперь смотрите, две варежки чуть-чуть приминаю к рабочей поверхности для того, чтобы они стали плоские, потому что они должны соприкасаться у нас хорошо с поверхностью кружки. Из тонко раскатанного пласта красной глины вырезаем тоненькую полосочку, и этой полосочкой будем оборачивать то место, где варежка присоединяется к рукаву. Теперь присоединяем варежку к рукаву с одной стороны и как раз ленточкой тоненькой место стыковки обматываем, чтобы не было видно стыка и шва некрасивого. Подгоняем по размеру и то же самое мы проделываем с обратной стороны, присоединяя вторую варежку. Сейчас по диагонали делю трость с варежками и присоединяю ручки уже к туловищу гномика. Ручки у нас длинные получаются, мы их чуть-чуть ближе к туловищу присоединяем. Ручки у нас как бы огибают туловище гномика. Сейчас я беру белую полимерную глину, из белой полимерной глины формирую капельку, затем капельку расплющиваю пальчиками. Вы это можете делать на рабочей поверхности, я перекладываю сейчас на стеклышко, чтобы показать, как делать имитацию волосков. Это можно сделать иголочкой, зубочисткой, это можно сделать спицей, и вот делаем вот такие вот насечки, как бы имитацию волос. Дальше это все поддеваем, снимаем с рабочей поверхности, примеряем. Я примерила, у меня чуть-чуть большая борода получилась, не хотелось, чтобы она заходила в пределы шапки, где она у нас будет сверху, поэтому я подрезала все лишнее, примерила, и как раз по размерам борода идеально теперь соответствует гномику. Присоединяем ее к туловищу. Дальше красную пластику, шапка будет красной, как и варежки, мы также фактурим с помощью либо текстурного коврика, либо ткани. Но прежде чем крепить шапку, давайте сделаем овальный нос из телесной пластики. Носик укладываем прямо поверх бороды. И вот теперь шапочку будем формировать из красной фактурной пластики. Делаем внизу две складочки сначала. У гномика колпачок как бы приспущенный, и он у него нависает над глазами. И как раз носик у скандинавского гномика должен эту шапку держать. Поэтому мы делаем складочки, как будто припуск пошел.
А дальше вы можете уже по контурам телесной основы, которую мы вверх удлиняли именно под колпачок шапки, вы можете складки делать уже по своему усмотрению. Я сделала складки только в нижней части и одну складочку в центральной. Дальше у меня пошла ровная шапочка, фактурная за счет текстурного коврика. И сейчас все лишнее мы срезаем скальпелем. Дальше нам нужно опять будет взять силиконовую кисть и силиконовой кистью все ребрышки, боковые части подтянуть, поджать под основу, чтобы максимально плотно соприкасались с кружкой. Не было зазорчиков, куда могла бы впоследствии вода попасть. Из зеленой пластики мы делаем капельку, я прям расплющиваю ее на пальчики и, смотрите, делаю с помощью иголочки сначала центральную прожилку, а потом от нее идут в разные стороны мелкие прожилки, мы делаем листочек. Листочки крепим на шапочке гномика. 3 листочка я в одной точке закрепила, они выходят из одной центральной точки в разные стороны. И сверху, прям по центру листочков, поместила 3 оранжевых ягодки. Можете сделать ягодки из той же красной пластики, если у вас нет оранжевой. Очень-очень маленькие ягодки помещаю по центру. И потом мы берем дотс и маленьким дотсом по центру каждую ягодку немножечко прижимаем, для того, чтобы ягодка сцепилась у нас с листочками и с колпаком, и для того, чтобы их подтянуть в одно место. Можно еще по колпаку сверху добавить ягодок в разноброс. Я все с одной стороны, листочек где-то там один. Можно добавить, все это закрепить. И смотрите, я все-таки захотела тень придать нашей бороде. И чуть-чуть по контурам бороды верхней и по боковым частям прохожусь пастелькой серого цвета, чтобы чуть-чуть оттенить. Темно-синей пастелью я прохожусь в местах, где может быть тень. То есть, где ручки соприкасаются с телом, где ручка соприкасается с кружкой, с поверхностью. Все эти места именно по серой пластике я оттеняю немножко синей пастелью. А вот шапочку оттеняю белой пастелью только по краю. Ну и в тех местах, где у нас складочки, тоже можно немножечко присыпать белой пастелью. Если нет пастели, не беда, оставляйте гномика в чистом виде. Носик делаю немножко красным, как будто гномик замерз у нас на морозе. Ну вот и все, отправляем его запекать. Время и температура обжига указана на упаковке полимерной глины, из которой вы лепите. После обжига обязательно нужно будет обезжирить поверхность, ну и, конечно, убрать излишки пастели, если они есть. Я это делаю жидкостью для снятия лака. Насухо протираем и обезжириваем поверхность кружки. Сама кружка у меня матовая, она с неровной поверхностью, поэтому шкурить я ее не буду. Обратную сторону гномика мы также обезжириваем. Сейчас я беру двухкомпонентный эпоксидный клей, быстренько смешиваю компоненты. Я с поксиполом работаю и наношу уже смешанный клей на обратную сторону гномика. Много клея не наносите, чтобы не вышел за пределы вашего декора, когда вы прижмете декор к кружке. Ну вот, примеряю его и быстренько приклеиваю. Старайтесь не смещать уже в этом месте гномика. Буквально 5-10 минут, и декор ваш приклеится уже намертво. Теперь, смотрите, я беру краску армерина, и смотрите, колпачку я захотела добавить как бы снежинок, но одним колпачком я не отделалась, и перешли у меня снежинки, эти точечки, и на поверхность кружки. А вот на варежках я решила поставить такие более жирные точки, и быстренько, краска очень быстро сохнет это, и быстренько растянуть, сделать снежинки на варежках, на одной и на другой. Делаю это с помощью иголочки. Краска сохнет очень быстро. Краска это не смываемая, поэтому если вы будете искать краску, которая рисует на поверхности кружек, очень вам ее советую. Даем немножко краски подсохнуть, и потом обязательно везде, где мы использовали краску, либо пастель, мы должны защитить наше изделие лаком. Я использую лак Дарви аэрозольный, распыляю его и даю 20-30 минут кружечке подсохнуть. Ну вот и все. Как я и обещала, этот мастер-класс будет очень простой и очень легкий. Любой новичок с ним справится. Это замечательная идея для новогодних подарков. Ведь это не просто декор, не просто красивая кружка. Эта кружка будет использоваться по назначению. И уверена, человек, который получит ее в дар, с любовью и нежностью будет вспоминать о вас и каждый раз умиляться этим гномиком. Друзья, если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые мастер-классы. Желаю вам неиссякаемого вдохновения, творческого полета и, конечно же, безграничной фантазии.